лидер крупного отечественного мафиозного клана Терриел Аниани, Таро, оказался на свободе. Теперь у него есть несколько вариантов. Какой он выберет? 6 октября 63-летний Таро, криминальный король из Грузии, вышел из тюрьмы Сота-дель-Реаль, где отсидел более 2 лет под усиленной охраной. По некоторым данным, Таро сообщил, что собирается сразу же покинуть пределы королевства. Аниани возглавляет так называемый Кутаисский клан. Именно Таро в криминальном мире считают организатором убийств крупных криминальных лидеров – Аслана Усаяна и Вячеслава Иванькова. Когда 12 лет назад Таро попал в СИЗО «Матросская тишина», туда пришел воровской прогон за подписью деда Хасана, Япончика и 30 других авторитетов, лишающих его титула. Это привело к самому масштабному расколу в воровском сообществе за последние десятилетия. Многие подписанты того прогона, включая Вячеслава Иванькова и самого деда Хасана, убиты. Но есть и живые, включая Василия Христофорова и Лашу Шушинашвили. По криминальным понятиям теперь Таро может жестко спросить с них за некогда проявленное к нему неуважение. Ранее в испанской тюрьме Сота-дель-Реаль отсидел свой срок и еще один негласный лидер отечественного криминала, Захарий Калашов, известный как Шакро Молодой. Это главный оппонент Таро в борьбе за воровской престол. Теперь они должны решить между собой давний вопрос: кто из них главнее? Источник, знакомый с ситуацией в криминальном мире, предположил, что Таро может заключить перемирие с Шакро. Воровской мир находится сейчас перед угрозой истребления, и новая кровопролитная война никому не нужна, да и силовики уже не дадут ее развязать. И скорее всего, заявив о желании покинуть Испанию, Таро пытается усыпить бдительность силовиков, поскольку в этой стране у него остается много нерешенных дел. И еще в 1991 году Таро эмигрировал во Францию, затем в Испании, занимаясь там строительным бизнесом. Когда-то отечественные мафиози придумали способ легализации общака, вкладывая деньги в испанскую недвижимость. Авторами задумки как раз считаются Аниани и Калашов, которые на тот момент были друзьями и ближайшими соратниками. Идея сработала, но в 2005 году местная полиция провела масштабную спецоперацию ОСА. 400 сотрудников, используя вертолеты, бронетранспортеры и другую технику, задержали 28 участников преступного сообщества, состоявшего из граждан России, Грузии и Украины. Таро тогда удалось сбежать, бросив свою несовершеннолетнюю дочь Гвенцу, которая какое-то время провела в центре для детей в Каталонии. В Россию Таро вернулся богатым человеком. По некоторым данным, его состояние на тот момент оценивалось в $400 миллионов. Аниани считал также, что авторитету не зазорно заниматься бизнесом, и вместе со своим другом, ресторатором Гелой Церцвадзе, учредил компанию «Экспресс-трейд». Тогдашний лидер преступного мира России дед Хасан увидел угрозу в растущем влиянии Аниани и обвинил его в коммерции. На испанское и европейское направление Хасан поставил смотрящим Лашу Шушинашвили. В этом его поддержал и Шакро, который тогда сидел в испанской тюрьме. Аниани обзывал Лашу, а Руставский в свою очередь обвинил Таро в сотрудничестве со спецслужбами и нецелевом использовании денег из общака. Постепенно Таро оттеснили от отмывочного канала в Испании, и началась затяжная воровская война. Преступная деятельность и интриги коллег по криминальному цеху привели Аниани на 10 лет за решетку. По месту пребывания авторитет характеризовался негативно, его посчитали скрытным, наглым и жестоким. 2 года назад Таро вышел из исправительной колонии особого режима номер 6 в Оренбургской области, известной как «Черный дельфин», где отбывал 10-летний срок за вымогательство и похищение человека, и сразу был арестован по запросу Испании. Изначально Испания обвиняла Таро и в участии в преступном сообществе, и в отмывании денег. После экстрадиции Аниани дали 2,5 года тюрьмы только за участие в организованное преступное сообщество. Непривлечение гангстера к ответственности за отмывание денег было одним из условий выдачи. Теперь Таро чист перед законом,
и у него появилась возможность осесть в Испании совершенно легально, поскольку в России получение няни российского паспорта на фамилию Мулухова признали незаконным. По испанским законам, если человека без гражданства судят в Испании, и он отбывает там наказание, то потом имеет право на получение гражданства. А няня числится избирателем в одном из грузинских сел, Квема-Картли, что может свидетельствовать о наличии у Таро грузинского гражданства, несмотря на то, что авторитет публично от него отказывался. Поэтому после освобождения Таро вполне может объявиться на родине. Говорят, что Таро был знаком с бывшим президентом Михаилом Саакашвили, который в свое время начал настоящую войну против воров в законе. По словам экс-замминистра МВД Грузии Бадри Бицадзе, супруга грузинского политика Нино Бурджанадзе, до прихода к власти Михаил Саакашвили тесно контактировал с Таро. От него Мишика якобы получил в свое время $2 миллиона. У Аняни были дружеские отношения с Борисом Березовским и Бадри Патаркацишвили, которые решили поддержать Саакашвили на выборах. Правда, по данным украинских СМИ, с подачи того же Саакашвили Таро впоследствии мог расправиться с олигархами. Не исключено, что Таро также может приехать в Турцию. 2 года назад перед экстрадицией Таро в Испанию появилась информация, что незадолго до освобождения Аняни из российской тюрьмы его друзья якобы пытались договориться о его экстрадиции в Грузию, где у него будто бы уже был куплен билет в Турцию. Пока Таро катался по тюрьмам, на свободе от него решал дела преданный ему Мираб Джангвиладзе. Мираб уехал с Таро в Европу еще в 1991 году. Там ему тоже пришлось отсидеть 4 года за ряд мелких преступлений. Мираб уже долгое время живет на вилле у моря в Турции, которая довольно гостеприимно приняла многих воров в законе. Пожалуй, там их живет больше, чем где-либо. Там же проходит большинство сходок, собраний так называемых воров в законе. Таро может переехать в Турцию и руководить оттуда российским криминалом, как это в свое время пытался делать Надир Салифов по прозвищу Лоту Гули. Несмотря на то, что в России признали пребывание и Джангвиладзе, и Аняни нежелательным, не исключено, что Таро может приехать и в Россию. После своего первого бегства из Испании, именно в России Аняни стал известным, и его имя стало внушать страх и уважение. Все зависит от того, станут ли правоохранительные органы препятствовать его возвращению в Россию, и сможет ли отечественный криминалитет простить Аняни смерть япончика. Со времени известного прогона многие воры либо мертвы, либо в тюрьме, либо лишились своего влияния. Шакро молодой тоже сидит в тюрьме и не может эффективно руководить криминальным миром. Аняни оказался более приспособленным к современным условиям. Не исключено, что Таро может приехать в Россию уже в статусе чистого перед законом авторитетного бизнесмена. Впрочем, в России начала работать новая антиворовская статья «Уголовный кодекс», которую можно применить в том числе и к Таро. Будет ли он рисковать? Вопрос. В России живут дети Таро, Буба и Гванца Аняни. В отличие от отца, выросшего в бедном шахтерском поселке, его дети получили блестящее образование в Лондоне и занимаются легальным бизнесом.